4К 60 FPS. Ну что, это последний ролик из Куала-Лумпур, Малайзия, получается 7-й. И это второй второй ролик на Pixel 9. Вы сейчас наблюдаете, как он может снимать в 4К 60 FPS на основной модуль. Всем бодрого утра, кто смотрит утром, или бодрого вечера, кто смотрит вечером, или отличного дня, кто смотрит днем. Вот так примерно, если вы будете где-то там в отпуске или в поездке просыпаться, вы сможете снимать на него. Напоминаю, что на Pixel 9, вот сейчас ультраширик, я снимал, до этого был просто ширик, то есть основной модуль, уже когда летел сюда, но народ попросил сделать дополнительный, подписчики, ролик. Почему? Потому что сейчас ультраширик, было темно, было много дождя, и плюс еще абсолютно логично, что я им еще попользовался. И по идее пиксели обладают особенностью, что они чем дольше пользуешься, тем лучше работают. Не сказал бы, что данный пиксель стал лучше работать, но очень комфортно, что ты можешь 4К 60 FPS, как и на другие суперфлагманы, переключаться с основного модуля, с основного на ультраширик. Мне не нравится контраст, вам, возможно, будут нравиться цвета. Вы уже можете сравнивать это по съемке с Xiaomi 14T Pro. Я на него снимал Realme 13 Pro Plus, Realme GT 6 китайской версии, iPhone 16 Pro Max. То есть много мы всего уже гоняли, может быть, я что-то даже забыл. И Nord 4, вот. И, в принципе, начнем наш день, мой последний день в Куала-Лумпур. Основной модуль, сегодня будет не совсем стандартный обзор, то есть я буду еще показывать, что я потребляю. Здесь я пью вот такие вот банки Старбакса. Облом, что в Куала-Лумпуре я обычно покупаю чашки всякие старбаксовские. Здесь их сейчас нету. Прошлый раз у меня знакомый летал сюда, они здесь были. И, в принципе, здесь адекватный ценник на все. То есть вот эта банка выходит 200 рублей, что довольно недорого. Очень много где продаются подобные вещи. То есть они, получается, делают такие штуки. Ну и, разумеется, фронталка 4К 60 FPS. Да, я морально уже 7 дней одно и то же вам рассказываю. Периодически, конечно, локации меняются, но чаще всего за 7 дней ты самое основное даже в Петербурге, Москве, там за 10 дней ты можешь обходить, в Куала-Лумпуре тем более. Культурная столица Петербург, все-таки там можно месяц каждый день ролики делать. Эта фронталка, можно делать X1.4, максимум X4, контраст перекручивает, динамический диапазон должен вам нравиться, но я говорю, у Pixel такая же беда по мне стала, как и у всех Vivo, Oppo и подобных. Он любит рисовать вам картинку, которая вам нравится, но, опять же, нравится же. Или напишите, как вам фронталка, и у кого вам фронталка понравилась больше. Потому что здесь не стоит вопрос о натуральности, здесь стоит вопрос о том, насколько комфортно для вас то, что вы снимаете. Вот так, если без лица поводить смартфоном, надеюсь, что он у меня не выпадет. Как говорит большинство не подписчиков, перестань двигать камерой. Ну, потому что для того, чтобы классно камера снимала, нужно либо стоять, либо не двигать камером, а еще лучше поставить ее на штативе. Ну что же, 4К 60 FPS, Pixel 9 и понеслась. Это основной модуль с двух рук. Это ультраширик. Это X2. Опять X1. И опять ультраширик. По вот этому вот освещению, разумеется, цвет не соответствует вообще никак. Из окна то же самое. Но, опять же, это был ультраширик, сейчас основа. Как говорится, что делать? Что есть, то есть. И стандартно мы сейчас дойдем до окна. Я покажу вам, как, если вы вдруг будете идти со смартфоном и снимать, вы сможете подснять какой-нибудь темпл. Вот мы, кстати, по идее, туда, по-моему, и должны идти сейчас. Я показывал 21 минуту. Очень сильно похоже. Так, не уроню я смарт. Очень надеюсь, не уроню. Очень надеюсь, не уроню. Ультраширик. Что-то синее было. Ладно.
спецлифт для перевозки вещей. Так, основной модуль. Ультраширик. Выхожу из конда. И дальше. О, керхером моют. Площадь. И основа. Теперь можно идти 30 минут, по идее. Автофокус. О, электричка X2. Видите, какая расписная? Выглядит классно. Так, основной модуль. Смотрите, какие здания рядом. С маленькой дорогой, которая рядом с электричкой. Первый раз иду здесь пешком. До этого все время либо бежал на электричку, либо бежал на электричку. То есть неделю я вам снимал вот эти вот штуки с надписью Sale. Вон там вот надпись Sale на смартфон. Я не знаю, что со стабом, кстати, происходит, потому что по мне стаб сейчас работает чуть хуже. Здесь никогда никого не видел внутри. Скорее всего, захода сюда нет. И ультраширик, что со стабом. Вот сейчас все лучше. Такое ощущение, что стаб просто отрубился, даже цифровой. И стало намного хуже. Сейчас основа, вот сейчас ультраширик. По ощущениям, лететь сюда на неделю легко, выгодно и, как говорят, дешевле, чем в Бангкок. По иерархии примерно, наверное, интереснее намного в Токио, если вам дешевле лететь в Токио. Но что Сингапур, что Куала-Лумпур очень похожи. Не зря это фактически один и тот же остров. И я думаю, что здесь даже строительные компании одни и те же, одна и та же техника. И очень все, очень похоже. Только Куала-Лумпур больше намного. То есть, когда вы видите Сингапур, через 2 дня там делать нечего. Здесь можно реально потусить неделю. Мне кажется, я всегда способен найти какие-то романтичные места. Это прям центр города. Стоит здесь машина с выбитыми стеклами. Не разобранная еще зато. Здесь рядом какие-то здания. И речушка, которая пока не речушка вообще. По проселочной дороге, но она уровня Волгоградская область. Нормальные люди едут в деревню под Куала-Лумпур, показывают эти 7 домов в стиле 12 века Франции и рассказывают, как тут круто. Я снимаю диван под железнодорожными путями в центре города. Это центр города, кстати. То есть прям центр-центр. Видите, все большие города имеют примерно одинаковые проблемы, неважно, насколько они технологичны. Я, кстати, удивлюсь, если я там упрусь куда-то. Куда-то я могу упереться, и будет печаль. Придется назад идти тогда. Пришлось перезагружать камеру, теперь он потерял фокус вообще капитально. Я не мог его настроить. Смотрите, какие постройки. Супер древние. Или они не древние, но пришли в негодность довольно скоро. Молельня. Напоминаю, что здесь где-то 43% представителей Китая живет, то есть китайцев, китайской национальности. И, наверное, еще 40% индусов. X2. Так, у меня там набережную просили. Вот она, река жизни, вот она, набережная. Но здесь речки все вот такого вида. Мне кажется, ближе к Индии по цвету, к Гангу. И при этом, мало того, что здесь оборудованы места для прогулок рядом, есть еще и фонари. И, как всегда, с любой точки видна вот эта вот башня, которую никак достроить не могут. Как в Питере Кукурузино. Или как в Москве, почти везде, отовсюду видно Москву-Сити, да? Ладно, не отовсюду, но с большого количества мест. Вот сейчас ультраширик с 3-го раза включился. Ей! Все довольно френдли. И по количеству людей гуляющих, мне кажется, что здесь наполняемость домов просто минимальна. Вот посмотрите, обратите внимание на окна. Мало где есть шторы, мало где есть кондиционеры. Почему? Вот там, допустим, есть.
Потому что не получилось у них забанить народ пока. И ощущение от города пока довольно крутое, только единственное, повторяю, что здесь нет пляжей, то есть для пляжа надо куда-то лететь. Здесь много всего интересного, но чтобы заманить сюда туристов, нужно еще постараться очень сильно. Крутой город, френдли, ну вот прям крутой, доброжелательный, простой, недорогой, безопасный. Но изюминку я пока не нашел, помимо того, что можно прилететь на недельку. Может, вы подскажете. Влажность очень высокая, тяжелый климат. Даже, но не тяжелее, чем в Таиланде, кстати. Но у Тая преимущество, у них водичка рядом. И в Бангкоке водичка поприятнее выглядит, чем здесь. Здесь довольно специфично. Специфичные речки. Вот. Все, куда-то я вышел. Еще мне нравятся дороги, как у нас. То есть она идет. На той стороне есть, а здесь хоп, и нет дороги. А Google показывает идти по этой стороне еще и здесь. Ну, может быть, он подразумевает, что ты пойдешь вот здесь. А человек там стоит на перекрестке, отдыхает. И дальше, кстати, самое интересное, нету пешеходки, но потом она появляется так же внезапно, без всяких пешеходных переходов. Классно. В общем, если вы вдалеке от центра решите прогуливаться по улочкам, знайте, что придется перебегать 554 нерегулируемых перекрестка, ходить там, где пешеходки нет, и Google карты показывают полную лабутень. Это ультраширик. Вот так сможете гулять вдоль большого количества разного вида зданий. Очень интересные дела. Полис. Здесь полис. Ультраширик. Ну, виды такие интересные. Хотя я прям в совсем забытом Куала-Лумпурином месте. Типа по карте я рядом с достопримечательностью, поэтому, в принципе... А, я это видел из окна, и вы тоже. Эти вот желтые домики. Ясно, куда мы идем. Ультраширик. Это, я думаю, кондик. Вряд ли это отель. Хотя, может, отель. Вот это тоже точно жилые дома. Романтичный вид. Ну, скорее всего, с другой стороны, у отеля и правда романтичный вид должен быть, если это отель. Хотя, скорее всего, это кондик. Нет, это кондик. Кондо. Жилой дом. Вон детская площадка. Парковочные места. Откуда вы берете воду? Вот. Очень похоже. Либо это для нужд в случае пожара, но мне что-то кажется, что нет. Опа. И дальше куда? Так, вот по внешнему виду вот той штуки. Добрался. Google довел. Довел все-таки до истерики. Основа. Вот если до прихода в храм, основной модуль с парковки X2. По цветам, кстати, вот если не считать лютейшего контраста и отсутствие объема, вот, допустим, белых объектов, очень даже неплохо. Но он не такой белый, чтобы он не осиливал X7. Ну ладно, ультраширик. Сейчас пойдем внутрь. Я не знаю, почему он так долго думает про фокус, ну ладно. Вот так вы сможете снимать на ультраширик на основу. Вот оно, здание. Билдинг. Так,
Я не буду умничать, мне кажется, это год крысы, год дракона. Все по годам, с подсветкой. И вот так символы того или иного года запечатлены. Только обезьянки две. Собаки, свиньи. Вообще голубой змей, свиньи, по-моему. И вот. Маркетинг наше все. Это в храме, если что. Каждый раз, когда вы говорите, что в храмах почему-то что-то продают, снова ультраширик, вспоминайте это место. Что продают? Ну вот эти штуки точно все надо на рынке покупать. Что здесь за 900 рублей. В общем, здесь дороже. Дороже, чем если покупать где-то. О, так интересно. Эта штука там стоила 18, а здесь стоит 5. Вот такие вот приколюхи. Накупил таких. Вообще много всяких штук интересных. Прямо бешеное количество. Половина я не понимаю о чем, но я точно понимаю, что вот эти вот штучки прикольные будут на подсъем. Что вот этот Tiger Eye делает, я не знаю. Вот эти вроде для печати. Обезьянку может тоже взять. Будет 3 всяких штуки. Наверное, обезьянку возьму. Вот. Надо еще там посмотреть. Хотя 2 штуки хватит. И ну, прям китайский магазин для китайцев. Очень комфортно. И по ценам комфортно. Без перебора. Вот эта тема, блин. Я не буду комментировать, а то вдруг здесь есть представители данной конфессии, но выглядит изваяние доброжелательно. Здесь современное искусство. Ну что, закупились? This way to temple. И идем по пути в храм с активированным ультрашириком. Вот так. На основу, если переключиться, мы будем видеть, куда идти и как идти. This way to temple. On the second floor, то есть на 2-й этаж. Холл. О, место для брака. Ультраширик. Так, а сколько здесь этажей? Штуки 4, наверное. Все довольно современно. На 2-й этаж подразумевается не на 2-м. Заметьте. Перила, офис. Еще 2 пролета. Так, там рассказано, что нельзя. Открытые шорты, руки и все остальное у меня отсутствует. Я в рубашке. Вау. Вау. Выглядит клево. Выглядит просто клево. Можно еще на 2-й этаж подняться. Можно насладиться пространством
перед храмом. И также посмотреть на все, что окружает храм. Вокруг город. Храм, конечно, расположен шикарно. Так, а вот там я живу. То есть, в принципе, не так и далеко. Но если бы не было всех этих подъемов, спусков и извилистых улочек X1, X2. Ну, это вам не дерево, не как в Таиланде, в храме истины, что нужно постоянно его обновлять. Еще ветер, вода. Так, и место для пожертвований. Фронталка. Солнце бьет мне с правой стороны в лицо, в глаза. И вот так сможете снимать на фронталку себя в подобном месте. Здесь народ делает фотки. На широкий угол самое то. Ультраширик. Welcome. И вот так это все выглядит внутри. В шортах, я так подозреваю, можно заходить, наверное? Наверное, можно. Выглядит круто. Ультраширик. Такая основа. Вот так все это будет выглядеть. X2, X1. Люди молятся и потом ставят наподобие свечек что-то. Все религии в каком-то смысле имеют схожие черты. Ну, не все, большинство самых популярных. Ставить эти штуки, ставить свечки. Огонь и вода, да? Так, здесь голуби. И еще один святой или божество, я не знаю, как правильно. Поэтому заранее прошу прощения. И ультраширик. Ультраширик основы X2. Теперь я понял, к чему этот парк был. Вот он. Так понимаю, для бракосочетания. Так, X2, X1. Вот такая баночка будет стоить примерно 100 рублей зеленого чая. Надеюсь, он без сахара. И будьте морально готовы. Понятно, кто делает. Морально готовы к тому, чтобы ехать на такси обратно, потому что жара очень быстро забирает силы. А когда здесь много людей, вы очумеете здесь делать фотографии. Очень сложно в толпе их делать. Вот сейчас я в низкий сезон, и все равно тяжело было. Ультраширик. В общем, 300 рублей, и на такси можно уже ехать в китайский квартал. Это ультраширик, основной модуль, X2. Думаю, что все будет. Ультраширик, фэншуй. Как раз китайский квартал еще посмотрите, может быть еще центр. Пока дождя нет. Ультраширик, теперь красота вот с этой стороны. Национальный текстильный музей, в который я не пошел. И огромный плюс этого места в том, что здесь много очень разных стилей зданий. И мне нравится. Большинству нет. Те, кто эстеты. Видите? Народ стоит, фотки делает в большом количестве. X2, X1. Так, ну что, это ультраширик, это Чайна-таун, в котором работают, по ощущениям, в основном представители и выходцы Индии. Ультраширик. И умножайте все на 30. Вообще, в принципе, как цены как на любом рынке, плюс-минус. И, разумеется, ультраширик, он зато покрыт от
дождя. О, не знаю, что это, но что-то выглядит эпично. Магнитики, всего чего. Цены плюс-минус везде одинаковые. Прикольные штуки пластиковые. Переключается он на ультраширик. Вот сейчас переключился. С этой стороны эпичный вид на башню X1, X2. Цены в кафешке. Все умножаем на 28, на 27. X2. Ультраширик. Колоритно тут все. А главное, не холодно. Всегда можно сидеть снаружи. Основа. И X2. Ультраширик, мало видов не бывает. Главное, чтобы меня не сбили, правильно? А то вы не увидите контент, основной модуль. И в целом тормозил, конечно, Smart. Не люто, но тормозил. Хорошо, что ему повезло, что жары нету. Вот. По поводу включения фото то же самое. Долго, жестко грелся. Возможно, это будет меньше, но я Тензору не верю. Вы можете верить. У вас, как говорится, другой взгляд на вещи. И вот так. Сейчас я вам покажу колоритную улицу. О, зеленый свет. Вы сможете снимать на зеленый. Вот, смотрите. Вот ради чего я бежал. Мы уже снимали это, по-моему, на Realme. Но Realme не очень хорош в плане съемки. Точнее, он нулевой в плане съемки в 4К. Я очень много людей вижу, особенно в комментариях, которые пишут, что я снимаю в 1080p 60 FPS. Ну и зачем вам тогда покупать дорогие смартфоны, друзья? Я же не говорю, ну, то есть вы не используете их даже наполовину. Вам он не нужен. Хотя, опять же, обладание чем-то крутым, наверное, прибавляет поинтов к скиллу какому-то. Вот так это все дело будет выглядеть. Очень похоже, кстати, наверное, все-таки храмы все более-менее похожи. В Доминикане католическая церковь по тому же принципу была построена. То есть вход там, здесь и X2. Давайте максимальный зум. X7. Я туда не пойду. Можно. И ультраширик. Не хочу туда идти. Основа. Такая вот прогулка. Мини-прогулка по мини-улице. Здесь народ. Про моду. Наверное, это какое-то крутое место. Магазин с рынком цветов. Ну, кстати, здесь их было несколько. То есть не только здесь. Довольно много именно в центре рынков цветов. Вот здесь есть массаж какой-то. Очень странное место для массажа, я вам скажу. Food Body. Основа. Медленно и плавно. Вот кадры в таких ситуациях, конечно, клевые. Особенно, когда едет очень быстро автобус. И это прикол Азии. Наверное, как и на Кавказе, не особо народ беспокоится о скорости. Там, где я видел передвижение крупногабаритных автомобилей. Вот он опыт. Вот здесь еще цветы. Я говорю, улица с цветами. Ха-ха-ха, дождь начался. В общем, в среднем букет из 7 роз с игрушкой выходит 2000 рублей. Вот, абсолютно адекватная тема. До этого, по-моему, 10 роз, что ли, в букете. Ну вот, смотрите, для примера. Не знаю, ну в среднем 65. Вот это вот 1002 стоит.
максимум. Он 60. 60 РМ это 1500 рублей. Абсолютно адекватный ценник, а не свежак. То есть у них здесь прям не висит ничего. Много людей покупает. Это основа. Ультраширик. И вот так. Ну то есть вот эти всякие цветочки 10, 300 рублей. То есть здесь 400 рублей. Здесь вообще по 200. Очень демократично. Ультраширик, основа. И здесь неважно, ты в центре или где-то там, плюс-минус вот эти улочки все цветастые, они одинаковые. Но, конечно, вот это здание заброшенное в самом центре, это что-то с чем-то. Это прям центрее некуда. И небоскреб заброшенный. Все как у всех. Ультраширик. А еще мне вот это здание узкое очень нравится. Первый раз сюда подошел. Еще 70 секунд можно идти и снимать. И не страшно заболеть. Почему? Потому что завтра улетать. Как-нибудь уже улечу. Главное не покалечиться. X1. О, электричка. X2. И вот там центральный универмаг, куда мы идем. Точнее, рынок технический. Ультраширик. Здесь все плюс-минус одинаково. Это примерно как, не знаю, нет, в Токио таких улочек нету. Здесь все-таки поприкольнее. Такая вот телега. Инсталляция. Основа. Ультраширик. И дождь, как вы понимаете. Сейчас 6:10. Основа. Очень красивые здания. Жаль, вот это вот все дело их скрывает. Но все бывает. Ультраширик. Сразу ощущается, что хотя бы что-то слышно, да, в отличие от записи на айфона, для которых все-таки нужно больше, по мне, внешние микрофона. Так. И все, можно в центральный рынок сходить. Ультраширик, мыло, handmade и не только. Много всяких приколюх. Но опять же, все как у всех. Не скажу, что чем-то этот рынок отличается. Те же конверсы одинаковые везде. Открытки. Здесь я уже закупался открытками, кстати. Очень хорошее место с точки зрения финансов. Дешевле, чем где-либо. Основа, ультраширик. И каждый раз, покупая что-то, что похоже на древность, думайте о том, что это может быть древностью. И вас завернут на границе, и потом будете долго объяснять. Хорошо, если объясните, что это никакой культурной ценности не имеет. Вот когда ты купишь, и оно, окажется, еще имеет культурную ценность, вот это будет стревалово уровня 100. Можно будет за контрабанду взбодриться. Я хороших историй наслушался после того, как попал разок с телефонами. Ну, вы эту историю так знаете. Ну, приколюшечки. Мне нравятся вот такие. Так, ну и вердикт. Вот эти все приколюхи, которые я здесь нашел. К счастью или к радости, я нашел и на Алихе. Поэтому я не буду отсюда ничего переть. Просто закажу. Вот. Опять же, какие-то вещи. Не масс-маркет, но основная масса, конечно, масс-маркет. Что бы то ни было, к сожалению. Ну или к счастью, или это норма. Опять же, это норма. Вот такие вот штуки с шоколадом. Картины. Арт. Work.
Я думаю, что здесь, кстати, они более-менее адекватные ценники. Ну, очень похоже все. В Тае делают такие же, точь-точь. Вот так вот все. На 30 умножайте. С шоколадом тема. В целом в центре города 3 вот такие штуки с клубникой и шоколадом выходят 260 рублей. И это прям центр-центр. В центре некуда. О, инсталляция под фотки. Ультраширик. Вообще все эти идеальные и неидеальные места для фоточек, учитывая, что большинство используют блер позади. То есть, когда в портретном режиме вы позади себя все упорно пытаетесь размыть, возникает вопрос, есть ли смысл вообще во всех этих передвижениях. И да, его становится все меньше. Основной модуль. Почему? Потому что пандемия показала, что можно жить и в одном помещении, изредка из него выбегать с радостью только, и все. И все эти супер передвижения, ультраширик и перемещения между странами можно сделать, просто вбив в поисковике, как что выглядит. Опять же, огромный минус, я считаю, это то, что очень часто преувеличивают красоту того или другого места. Очень часто. Ну а если серьезно, ультраширик, и с точки зрения креатива, конечно, вот поднять свою пятую точку для того, чтобы куда-то доехать, что-то поснимать, что-то посмотреть, как говорится в старой поговорке, посмотреть, как люди живут. Себя можно не показывать. Обычно, когда показываешь себя, ничем хорошим это не заканчивается, а заканчивается обычно разборками где-нибудь в полицейском участке. Так вот, в этих всех случаях место супер классное. То есть без лишнего пафоса, без лишней стоимости, без лишнего туристического потока. Допустим, я говорю, я представляю, как люди, которые прилетают в тот же Бангкок, это ультраширик, они, даже если с большими деньгами, приходят в какой-нибудь торговый центр за сумкой Hermes и стоят там 1,5 часа в очереди. Обтекай называется. Даже если у тебя супер много денег. То есть люди несколько миллионов готовы за сумку отдать, стоя в очереди, и еще и стоять в очереди. То есть там же нужно ждать еще. То же самое касается Луи Виттона. Здесь все вот эти супер места свободные, людей нету. Супер места для фотографий и всего остального. То же самое, людей толком нету. И если ты хочешь посмотреть на Азию, то здесь технически то же самое, что Сингапур, только плотность населения ниже, цены ниже и кухня лучше. То есть тот же Grab открываешь здесь, либо Grab, либо Grab, либо ты сам идешь куда-то и что-то покупаешь из еды. И здесь прям безумно все дешево относительно и хорошо. Ну, точно дешевле, чем в Питере и в Москве, и точно вкуснее, чем в Сингапуре, вкуснее, чем в Абу-Даби и дешевле, вкуснее, чем во Вьетнаме, в Ханое, еще много где. Вот где я не был, ну, топ-1, конечно, это Тай, но он не по ценникам. По ценникам Тай уже не топ точно. И Токио. Вот в Токио тоже очень прикольно, но по идее я бы не сказал, что первое место. Вот. Только что я хвалил этот пиксель, в итоге я секунд сейчас 12 где-то ждал, чтобы он сохранил этот мой 2-минутный диалог. И понятно, что свое мнение я могу оставить при себе. И примерно так же, как по поводу железок, я говорю больше про деньги. То есть здесь реально можно ничего в больших количествах не тратить, не больше, чем вы в выходные тратите у себя дома. Без разницы, в каком вы городе. Гулять, парков немерено, делать фоточки, кому надо, отключаться, кому надо, и не напрягаться, что у тебя там может какая-нибудь печаль произойти с тобой. Потому что есть у меня ощущение здесь безопасности. Вот, и все. Но опять же, в индийских районах лучше ночью пьяным не гулять, лучше вообще никогда нигде пьяным, лучше не пить вообще. Кто должен, везде что-нибудь найдет. Это X1.4. И вот, кстати, по поводу безопасности. Видите, везде камеры. Везде вот потихо. Камера. Полицейских один раз видел. И, как говорится, любите ли вы виды после дождя?
огромный плюс видов после дождя, то что ты... Ага. Вот если что, как выглядит круто вот эта вот площадь, вы можете увидеть в прошлых роликах, потому что без вот этих шезлонгов здесь было очень круто и безумно колоритно. Сейчас, конечно, лабутень. Основ X2 основа. Но снова повторяюсь, что на вкус и цвет все фломастеры разные, и все-таки это одноразовое место. Вы пришли, пробежались по местам, которые вам интересны, по музеям, и все. Ходить сюда тусить — это не супер парк, парков здесь хватает. Как выкручивает цвета пиксель, это просто... Но зато красиво же. То есть ты смотришь и такой: вау, какой закат. Он не вау, но смотришь ты, и ты так думаешь. Вот, основа, X2. Все. Облома с этими фотографиями, я думал здесь нафоткать еще. Ну что, специально для вас дождался, когда практически полностью исчезнет солнце. И вот так вы сможете снимать уже почти без солнца на ультраширик теперь эту всю местность на пиксель 9 в 4К 60 FPS. И не пишите мне, что вы планируете снимать в 4К, точнее в 1080p. Тогда вам не нужен этот смартфон. Нужен смартфон лет 5 назад, который был выпущен, и он будет нормально справляться. Ультраширик 4К 60 FPS, вот такая вот великолепная фронталка у вас будет. Даже если позади будет что-то волшебное, народ будет смотреть на что? Правильно, на шумы, а не на здания. Шумы просто лютейшие. Вот 4К 30 FPS, шумов чуть-чуть меньше, но теперь, мне кажется, картинка от звука отстает. В принципе, так же, как в кружках телеги у Pixel. И вот это вот место на основу и на ультраширик выглядит намного приятнее ночью. Почему? Потому что включена подсветка. Единственное, чего не хватает, это не хватает, конечно, подсветки зданий. Потому что было бы намного круче, если бы вот те все цветастые здания были с подсветкой. И, наверное, побольше подсветки у небоскребов. Вот. А так, в целом, хорошо, красиво. Так, ультраширик и объективно, в общем, я это место буду долго и упорно помнить, по той причине, что здесь я видел первого человека за 4 месяца со смартфоном от Huawei. Это была девушка, и хотите посмотреть, я фотку выложил, как она фотографировала на это дело, и правильно, да, он, по-моему, был белым, он не был розовым. И вот так вы примерно сможете снимать на ультраширик ночью. Опять же, как ночью пиксель снимает, я не буду вас перегружать информацией. Почему? По той причине, что мы уже снимали, когда я летел сюда, X2, X1 на пиксель ночью, и там было достаточно информации для того, чтобы сделать для себя выводы, устраивает ли вас его съемка или не устраивает. Но эту мечеть я просто обязан был вам еще раз снять, X2. Она работает, разумеется, и ультраширик. Так, финалимся мы покупкой билетика на метро и не на машину. Почему? Потому что в машине, мягко скажем, не очень хорошо пахнет в основном. Так, ультраширик объективно в метро я не снимал на пиксель, зато сейчас поснимаю, и вы сможете посмотреть на рекламу ядерной лапши, которая сделана в Корее, а продается в Малайзии, получается, в Куала-Лумпуре. Глобализация ультраширик и фронталка. Вот так сможете себя снимать на нее. С усилением голоса, кстати. Но здесь шумно. Наверное, в 19:30 как раз сейчас приход. Видите, сколько у меня осталось заряда? А я в 3 часа выходил. Сейчас 7. И я на него не снимал. Не хватает заряда. Тут моя станция. Нужно ехать сюда. До меня только дошло, что вот он, кондиционер. И что-то показалось, что жарко на станции. И вот он нашел кондиционер, встал под ним. Матрица.
Так, ну что, теперь опять 4К 60 FPS. И мне и вам повезло. Как это называется? Сейчас X1. Как на горках. На американских, да? Или русские горки. Кому как удобнее. Ультраширик. X2. X1. И хорошо разгоняется, кстати. Я думаю, вы шумы слышите. Самый кайф, сейчас мы выедем наружу и сможете понаблюдать за ночным городом Куала-Лумпуром. Да, не совсем романтично. Фокус он сбивает. Но хоть как-то. X1. Вот, если вплотную к окну. Класс. Главное, что меня не посадили. Так, ультраширик 4К 60 FPS. И вот так мы попробуем. Вплотную к стеклу. Он теряет фокус. Если вплотную. Может быть, основа не потеряет. Ага, палец. Нет, с перспективнее. Сейчас основной модуль 4К 30 FPS. Меньше шумов. Да. Вот это вот картинка класс. Ультраширик нельзя было. То есть методом проб и ошибок 4К 30 FPS основной модуль. Почти вплотную к стеклу. Это вот ради интереса вам, как это будет выглядеть на айфоне. Видите, картинка четкая. Как это выглядит здесь. И все. И все. Ну что ж такое. Так, переключен на 4К 30 FPS. А, вообще фокус потерял. В общем, смартфоны по цене равны, но, как говорится, по функционалу кто-то есть равнее X2. И вот так вы примерно сможете снимать различные объекты. Вот здесь мой Кондо. Доехал. До меня, кстати, только дошло. Тип просто с звуком смотрит анимеху в метро. В общем, вон там он сидит и смотрит анимеху с громкостью максимум. А самый прикол, что монетки принимаются обычно каким-нибудь одним аппаратом только. И ты постоянно выходишь и такой, да ладно, а где? И куда? Вот, люди счастливые, выбежали. Все напрямую в кондик. Теперь основной модуль. Но опять же, повторяюсь, ночные съемки на пиксель у нас уже были. Так, ну что, основа 4К 60 FPS, ультраширик. И вот так сможете снимать свой последний день. Мой последний день. Ну а что, я потом лечу на самолете. Не очень не люблю самолеты. Кто любит самолеты, напишите. Основной модуль. С одной руки съемка. Но попытки все это делать очень плавно. Вот он, ночной Куала-Лумпур. И по идее самый даже ходовой этаж, там где доступ к лифту сразу. Места видите сколько. Лифт-лобби, хоутел. То есть все-таки это частично отель считается, а не кондик. И основа.
Так, ну и штатно для подобного рода контента хочу сказать, что сейчас я специально использую вспышку, поэтому мне придется надеть очки, чтобы у меня глаза не болели от нее. И резюмировать я бы хотел про Pixel 9, наверное, тем, что основной его конкурент это яблоко, то есть это айфоны. Насколько лучше они отрабатывают, они лучше точно пишут кружки, они лучше точно снимают, они лучше фокусируются. И в плане съемки мне они импонируют больше. Когда вы мне говорите о том, что ты уже достал своими айфонами, я могу сказать, что я от них стараюсь отходить, и большинство контента, что вы теперь будете видеть на канале, будет снято все-таки на нормальные Соньки FX3 и FX30 вместе с оптикой. Но в то же время без Face ID моя жизнь с всеми банковскими приложениями сложна. Но это не про яблоко рассказ, здесь же тоже все-таки уровень безопасности у Pixel довольно высок, а про то, как я с ним проходил. Проходил я с ним не очень печально, меня бесило, что он долго сохраняет, меня бесило, что иногда сложно перейти с видеорежима на фоторежим, но из уровня комфорта, вот чем было комфортнее пользоваться, не считая яблок, в период вот этих 7 роликов, что вы видели, это, кстати, первый ролик был как раз на Pixel снят, про то, как я летел в Куала-Лумпур из Бангкока. Это Xiaomi 14T Pro, то есть уровень абсолютно другой по съемке. Посмотрите, даже, по-моему, Nord 4 какими-то местами лучше справился. Realme 13 Pro Plus был печальный, Realme GT6 китайской версии был не менее печальный, но и неплохой. То есть мне нравилось его, не знаю, то, что по среднему неплохо. Как многие говорят, кто защищает обычно китайские смартфоны по видеосъемке, вот они вообще нормально, они становятся лучше, но мы говорим про одни и те же деньги, то есть это $700, $700 стоит плюс-минус 800, там, iPhone 16, который снимает так же, как и, в принципе, 16 Pro Max и 16 Pro. У них плюс-минус не особо огромная разница на основной модуль. И если вам нужна видеосъемка, или это одна из основных частей при выборе, на что вы смотрите и обращаете внимание, то Pixel не худший вариант, но лучше или нет решать вам, вы примеры видели. В следующий раз я где-то через, получается, не где-то, а через 2,5 недели полечу и буду брать уже новые смартфоны. В перспективе вы увидите обзоры на Redmi 14 Pro, Redmi 14 Plus и Redmi 14. Что из всего я выберу для того, чтобы полететь и поснимать в Европе, это уже вопрос. Но главное, что вы для себя должны понять, что лучше оптики может быть только оптика. Лучше вот таких микрофонов вы можете посмотреть у блогеров, больших, маленьких, всяких. Может быть только это, только микрофоны подобные. Понятно, может быть не петличка, может быть петличка не беспроводная, не обязательно DJI. У меня и роды с собой были на случай, если это погибнет. А микрофоны у Pixel 9 записывают аудио намного лучше. Напоминаю, что здесь потолки где-то метров 6. И в целом, наверное, куплю и XL Pixel. И в отличие от iPhone, кстати, вчера у меня iPhone вообще перезагружался. Точнее, да, вчера, получается, я снимал ролик. Pixel. Интересный смарт, местами хороший, если вы его для себя выбрали. Я не знаю почему, напишите мне в комментариях, я бы был очень рад узнать, ввиду того, что здесь Tensor, и худшего андроида, наверное, сложно найти. Лучше с оболочкой что-то, чем у Pixel. Возможно, когда-то они будут ставить квалкомовские процессоры, возможно, у них когда-то что-то где-то допилят. Но почему, чем хорош, допустим, Google Pixel для блогера? Тем, что YouTube рекомендует ролики с названием Google Pixel, так как это одна контора. И вы, соответственно, не факт, что смотрите не по той причине, что вам он интересен, а вам просто выпало это дело в рекомендациях. Если хотите помочь каналу, напишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть подобный обзор, на что мне еще обращать внимание, стоит ли вообще это делать. И даже когда люди пишут, но не в телеге, потому что люди приходят в телегу, и это чаще всего продавцы, и пишут: вообще не делай прожарок, не делай примеров, ты просто вот так рассказывай красиво о смартфонах, это твое дело как блогера. Какое мое дело, я решу сам.
А вот на что обратить внимание еще, для того, чтобы чем-то облегчить вам выбор, я напоминаю, девиз канала – это с целью сэкономить вам средства. То есть, если вы что-то не купили, значит, я все сделал правильно. Так вот, напишите, буду стараться обращать внимание. Как с двухдиапазонным Wi-Fi, допустим, было, когда человек недавно писал. Теперь обращаю внимание, как с переключениями модулей и еще большим количеством вещей, на которые я, благодаря вам, обращаю внимание и вам об этом рассказываю. Девайсу от меня однозначно да. Я знаю, за какие копейки его можно купить в США и по каким очень выгодным планам от сотовых операторов продают пиксели. Почему там их покупают, я понимаю. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Кстати, вот бонусом, как всегда, ночной Куала-Лумпур. Так, давайте-ка. Флэш отработает на улице. И идеальненько. Погулял сегодня, потому что, ну вот они пиксели, видите? Ну вот кто еще с такими шумами снимает ночью? Никого. Как давно они начали продавать? Уже давно. И ничего не поменялось. Зум, ультраширик. Девайсу, повторяюсь, да, но не знаю от кого. Добра и удачи вам, дорогие друзья.